Итак, ты художник, 3D-шник или аниматор. Делаешь свои работы, выкладываешь их в социальные сети, такие как Instagram и ArtStation, но почему-то твои работы никому не видны, или же резко перестают быть видны твоей аудитории. В 80% случаев у тебя может закрасться предположение о том, что у тебя теневой бан, и злая социальная сеть вдруг почему-то добавила тебя в черный список и не показывает больше никому. Увы, в 99,9% случаях это не так. И всем панк-рок, дамы и господа, с вами CG Speak, всем здравствуйте, всем привет. Сегодня я расскажу вам про виды банов в социальных сетях, за что вам может прилететь, за что могут забанить ваше портфолио и так далее. Погнали. Для начала хочется сказать, что в социальных сетях присутствуют 4 вида блокировок и ограничений, которые могут повлиять на ваш аккаунт. Разберем их по порядку. Пункт 1. Отсутствие фичеринга. Большинство людей путает теплое с мягким и зачастую воспринимает отсутствие выдачи в рекомендации, оно же отсутствие фичеринга, за теневой бан. Что же такое этот ваш пресловутый фичеринг? Фичеринг — это слово пришло к нам из мира мобильных приложений. Когда площадка Apple Store или Google Market начинает предлагать приложения на главной странице, это называется фичерингом. То же самое касается и социальных сетей. Когда ArtStation выводит ваш арт на главную страницу или же Instagram берет вашу картинку и предлагает ее новым пользователям, это фичеринг. И открою вам по секрету, ни одна социальная сеть не обязана предлагать вашу картинку новым пользователям. Об этом я говорил уже в предыдущем ролике. Так вот, 90% людей путают отсутствие фичеринга с теневым баном или блокировкой. В основном мотивируя это тем, что ну вот, у меня же были подписчики, мой арт предлагали новым пользователям, а потом резко перестали. На самом деле, скорее всего, социальная сеть, просто просканировав ваш аккаунт, убедилась, что вы не подходите для фичеринга, так как вы не соблюдаете нормативов постинга, или же ваш аккаунт не подходит для монетизации. Это в случае с основными социальными сетями. Вторая причина, по которой у вас может отсутствовать фичеринг, скорее всего, социальная сеть проанализировала ваш аккаунт и увидела очень низкую активность на ваших последних работах. И простыми словами просто посчитала, что вы, грубо говоря, скатились. При этом напоминаю, что ботов или же лайки накручивать все еще нельзя. Для тех, кто не смотрел предыдущий ролик, я там все подробно об этом рассказываю. Посмотрите, если не видели. И на данном моменте видео ты можешь спросить, ну а как мне тогда выйти из всей этой ситуации? Хорошо, случилось вот это самое отсутствие фичеринга, а что дальше делать-то? Здесь, к сожалению, ответ примитивный и простой. Работать с контентом. Чтобы он был вовлекающим и естественным образом собирал большое количество реакций. Большинство людей к этому ответу относятся несерьезно, думая, что причина в чем-то другом. Здесь я вас очень сильно разочарую и попрошу прислушаться к следующему мнению. Сейчас на дворе 2023 год, и на данный момент интернет перенасыщен контентом. Да и зрители в социальных сетях или на том же ArtStation уже видели, наверное, все виды арта, которые только существуют. И поэтому в первую очередь нужно работать над содержанием своих публикаций, а не над оболочкой. Еще один момент, который может быть связан с отсутствием фичеринга, это то, что вы не выполняете минимальные нормативы социальной сети или ресурса. Дело в том, что у каждой социальной сети и у ресурсов типа ArtStation есть нормативы по публикациям в месяц, а у некоторых социальных сетей и в неделю. И если вы выпадаете из этих нормативов, то есть постите контент слишком редко или наоборот слишком часто, то социальная сеть или сайт продвигать вас не будет. Теперь разберем второй вид блокировок, на который очень часто попадаются всякие художники, которые что-то продают. Подвид номер 2 – бэкинговый бан. Например, если вы рисуете на заказ, делаете какие-то стикеры, продаете товары со своим артом или же осуществляете любую торговую деятельность внутри площадки, то будьте готовы к тому, что социальная сеть полностью отрубит вам продвижение. Как мы говорили в прошлом ролике, социальная сеть, когда вас продвигает, тратит на вас свои ресурсы или, простыми словами, свои деньги. И если вы ведете профиль с единственной целью что-то зрителю продать или переадресовать его на другую страничку, то социальная сеть будет идентифицировать вас как магазин и не позволит вам продвигаться бесплатно. Если у аккаунта бэкинговый бан, у него будет урезано продвижение примерно на 90%, и такой аккаунт может продвигаться только за счет подключенной рекламы внутри самой площадки. Например, почти у всех онлайн-школ по рисованию во всех аккаунтах социальных сетей стоит тот самый пресловутый бэкинговый бан, и продвигаться они могут либо за счет рекламы, либо за счет вас, пользователей, заставляя использовать именно их хэштеги или же отмечать их аккаунты в социальных сетях. Этого я, кстати, не рекомендую делать, потому что если вы будете переадресовывать ваших зрителей на страничку с коммерцией, то, скорее всего, вы также можете получить аналогичный бан. Теперь поговорим о том, как его избежать или же из него выйти. Первое, что необходимо сделать, это убрать из профиля и описания всех ваших публикаций слова «запись в директ», «купить», «продажа» и тому подобное. Абсолютно все социальные
социальные сети, включая ArtStation, умеют читать описание ваших публикаций. И более того, они понимают, про что текст, который вы пишете под картинкой. Алгоритмы социальных сетей не идиоты. Они собирают о вас некое досье и примерно представляют то, какие картинки вы постите и о чем вы пишете. При этом бэкинговый бан просто работает как ограничение того самого выхода в рекомендованные. Но самый главный вред, который может нанести бэкинговый бан вашим основным социальным сетям, это то, что вашим социальным сетям может быть отказано в монетизации. А как мы помним, основная цель любой социальной сети – зарабатывать деньги. И если социальная сеть отказывает вашему аккаунту в зарабатывании на нем денег, то это автоматически означает, что продвигать ей вас нет никакого смысла. Зачем соцсеть будет вливать в ваш аккаунт ресурсы, которому она отказала в монетизации? Проще говоря, не будет на нем зарабатывать. Но здесь есть и обратная сторона. Все не настолько плохо. Если ваш аккаунт уже набрал достаточное количество подписчиков естественным путем и на нем включилась монетизация, тогда социальная сеть будет не против, если вы будете через нее что-то продавать, так как она уже начала на вас зарабатывать. Так что для новых аккаунтов здесь есть вариант просто перетерпеть. Также хочется добавить, что бэкинговый бан по-разному выражен на разных ресурсах. Например, если вы ведете ArtStation и у вас, допустим, студия, которая продает какие-то услуги, например, по разработке контента, то все, что вам нужно сделать, это просто перейти на платный аккаунт для этой студии и регулярно заносить денег арт-станции. Тогда она вас ограничивать не будет. В Инстаграме все в разы сложнее. Там среднее время выхода из бэкингового бана от 2 до 4 месяцев. Так что здесь просто будьте осторожны. Теперь поговорим о самой распространенной блокировке, она же теневой бан. Теневой бан — это блокировка, при которой вы вообще не предлагаетесь новым пользователям, а предлагаетесь только вашим подписчикам, и то, возможно, даже не всем. В 95% случаев теневой бан ставится за систематическое нарушение правил площадки. Например, вы загрузили обнаженную натуру в социальную сеть, где любая обнаженка запрещена. На первый раз система выносит вам предупреждение, вы картинку убираете, но через какое-то время снова загружаете что-то подобное. И социальная сеть думает, раз вы с первого раза не поняли и вы дурачок, стоит вас заблокировать. И вы улетаете в безвестность на определенное время. Да-да, стоит заметить, что теневой бан не всегда перманентный. Он может быть сроком от пары недель до года. Хотя все же были случаи, когда его ставили навсегда. Здесь все очень просто. Не нарушайте правила платформы, ведь платформа не обязана перед вами отчитываться. Дело в том, что по лицензионному соглашению почти всех социальных сетей ваш профиль или ваша страничка вам не принадлежит. Это полностью собственность социальной сети или платформы. И условно со своей собственностью платформа распоряжается как хочет. Прежде чем постить что-либо, я вам очень сильно рекомендую изучить правила площадки. Или хотя бы их короткую выжимку. Простой пример. В такой социальной сети, как TikTok, запрещена любая сексуализация. И, к примеру, если вы нарисовали какую-нибудь пышногрудую эльфийку в бикини, с вероятностью 90% вам прилетит теневой бан. Может быть, не с первого, но со второго-третьего раза точно. Здесь стоит подчеркнуть, что, как и в случае с предыдущим пунктом, теневой бан на всех площадках разный. Например, Instagram, скорее всего, предупредит вас о нарушении правил платформы, а ArtStation просто забьет на вас болт и кинет в теневой бан сразу без разбирательств. И вы не сможете написать в поддержку и попросить себя разбанить. Это они вообще не комментируют. Не получится также и создать новый аккаунт и перезалить туда ваши картинки. Дело в том, что ваши картинки социальная сеть за вами уже закрепила, и удаление картинки или фотографии из профиля не удаляет файл с серверов социальной сети. Поэтому здесь все просто. Еще раз, не нарушайте правила. Но все это на самом деле цветочки. Четвертый вид блокировок является самым злостным и самым жестким, который только существует. Это персонифицированный бан, который ставится лично сотрудниками социальной сети или ресурса. Если в случае с теневым баном ограничения идут только на профиль, где нарушались правила, то персонифицированный бан — это когда система условно говорит вам: Иванов Иван Иванович, я отказываю вам в использовании моего ресурса. И сколько бы вы аккаунтов не создавали, все я буду блокировать. Персональный бан, как правило, прилетает очень-очень редко. Для этого вам нужно либо регулярно нарушать правила социальной сети, либо поссориться с ее сотрудниками. Два примера такой блокировки произошли у меня, что называется, прямо на глазах. В первом случае на тусовке блогеров один ютубер, будучи в нетрезвом состоянии, послал на 3 буквы сотрудника платформы. Несложно догадаться, что его канал тут же попал в немилость, и сколько бы новых аккаунтов он не создавал, никакой его контент больше в рекомендации не выходил. Второй случай персонального бана я видел, когда контент у человека, что называется, ходил по краю в плане повестки платформы. Дело в том, что у каждой платформы и у каждой социальной сети есть свои определенные ценности, которые могут не совпадать с вашими взглядами. И если вы будете постить контент, который соответствует правилам, но идет вразрез с политикой социальной сети, то есть шанс нарваться на персональный бан. Поэтому здесь просто будьте осторожны. Как вы понимаете, все
это видео — это всего лишь небольшой кусочек лекции из моего курса по продвижению социальных сетей для творческих людей. И как вы заметили, в ролике нет рекламы, поэтому приглашаю вас записаться ко мне на курс, который стартует 1 мая. Все подробности по ссылочке в описании. А вам большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на кнопку треклятого колокольчика. А с вами был Алексей, всем удачи и берегите себя.